Агафья Лыкова об операции на Украине. Что думает сибирская отшельница о сложившейся ситуации между Украиной и Россией? Это, наверное, самый обсуждаемый вопрос после прошлого видео, где Агафья писала письмо Владимиру Путину с просьбой приехать к ней. Если вы не в курсе о данной ситуации, то убедительная просьба посмотреть предыдущее видео на нашем канале. Советуем смотреть это видео до конца, дабы понять всю суть, которую мы хотим донести до вас. Скорее всего, Агафья даже и не подразумевает, что Россия могла совершить такие действия по отношению к Украине. Ведь после начала операции отшельницы начали уделять гораздо меньше внимания, а это очень плохо. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на заимку стало гораздо меньше приезжать туристов, а такие имелись, и немало, ведь Агафья Лыкова — это целое достояние нашей страны и пример того, насколько сильными и чистыми бывают люди. В интернете нет информации, что Агафью могли предупредить или, опустя глаза, рассказать об этой ситуации, ведь это для старушки будет огромный шок. По моему мнению, Агафью решили не беспокоить такими новостями, потому что пожилому человеку вряд ли будет по душе знать о таких страшных вещах, а вообще отшельнице не очень интересны людские дела, она живет в своем маленьком и в то же время огромном мире, тайга для нее уже как родной дом, а то, что было раньше, забыто и пройдено. Я склоняюсь к такому раскладу дел, что Владимир Путин пока что физически не может прилететь к Агафье из-за сложившейся ситуации, но не исключено, что когда все успокоится, приезд президента на заимку будет очень важным событием в жизни Агафьи. Которое непременно случится. Ей будет спокойнее, если мы не будем лезть в ее мир с нашими людскими делами, как-никак, но это пожилой человек, и вряд ли он обрадуется таким новостям. А также тезка нашей отшельницы Агафьи предсказывала события между Россией и Украиной еще задолго до начала каких-либо действий. Хотелось бы немного добавить об этом, так как уже это очень интересная и загадочная история. Пророчицей Агафьей называет себя саратовская художница Дарья Хлапова, которая в 2008 году перебралась на жительство из Петербурга в деревню Лыково Псковской области. Там, в аскетической обстановке деревенской избы, во сне ей стали являться разные знаки, которые и образовали суприм-алфавит, состоящий из 28 ми-символов, понятных ей одной. Самые популярные вопросы, которые мне задают люди, это что будет, то есть грядет, и что это значит, говорит художница. В наше время передача информации происходит с помощью алфавита, состоящего из букв. Я взяла за основу алфавит как орнамент и создала, подобно Малевичу, супрематическую систему письменных знаков. Она не передает смысловые конструкции, как это делает текст, а посылает информацию, которая воспринимается без участия мыслительного процесса и побуждает мыслить не аналитически, а цельно, на уровне абстракции. Такая целостность видения поможет не заниматься расшифровкой, как это делают исследователи символики народного декоративного искусства, а воспринимать его архаичность без перевода, напрямую. Предсказание Агафьи об Украине. Предсказание от 15 декабря 2016 года. Украину ждет череда разрушительных событий, которые приведут страну к разделению на несколько частей. Часть территорий уйдет к Польше, там будет больше всего крови и огня. Юго-восток страны так и не удастся вернуть, он уйдет к России после самых кровопролитных сражений в истории гражданской войны на Донбассе. Центральная же часть Киева сначала будет поделена между олигархами, но позже украинцы поднимут бунт и снова организуют свою власть. После этого оставшаяся украинская земля тоже захочет вернуть добрые отношения с Россией и попросит сначала защиты, а потом и присоединения к РФ. России же отведена другая участь. С трудом и упорством, но страна воспрянет. Вражда США и РФ будет окончена, наступит оттепель, которая принесет Путину еще больше влияния и силы. Кроме того, предсказательница увидела, что Россию ждет военный триумф, который заставит многие страны мира склонить голову перед двуглавым российским орлом. Также провидица сообщила, что границы России расширятся далеко на запад. Предсказание Агафьи от 15 декабря 2017 года, перед тем, как народ в России разделится и часть станет за царя, произойдут некоторые события, в которых выйдет наружу.
Вся суть тех людей, которые делали перестройку, проводили приватизацию и разворовывали страну, выйдет оно так, что народ все это почувствует даже не умом и не сердцем, но плотью и шкурой своей. Потому что будут большие страдания, и действия властей будут такие, что сомнений уже ни у кого не останется. Братья, это беззаконное уже обнаглеет до такой степени, что перестанет скрывать свое зло, свою неприязнь к своему народу. Уже сейчас видим такое на Украине, но дальше там будет еще хуже, и все зло сбросит маски, и народ окончательно разделится. Произведет эффект сжатой до предела пружины, которая потом неизбежно разожмется и всю накопленную энергию отдаст, сметая все зло, что оказалось у нее на пути. В настоящее время, когда обострилась международная обстановка между странами НАТО, США, Украиной и Россией, появилось множество предсказаний экстрасенсов, астрологов и ясновидцев о будущих событиях в этом регионе мира. Но все эти пророчества — скорее прогноз, чем действительно предвидение будущего. Пророки, предсказания которых сбываются, ничего не говорили о военных действиях Украины с Россией. Хотя, кто знает, события будущего многовариантны.